Привет! К нам приехала посылка, которую изначально мы вообще не очень планировали получать. Мы хотели за ней съездить сами. Посылка бесценная, именно поэтому мы хотели ее привезти сами. Это результаты, наверное, почти 2-летних трудов. И сейчас мы покажем, что к нам приехало. Вообще удивительно, что доехало, потому что Почта России, что Почта Канады, они славятся тем, что иногда посылки не доезжают или едут очень долго. На удивление, эта посылочка дошла за 2 недели или даже меньше. Меньше 2 недель. За 10, наверное. Мы, честно говоря, не ожидали, думали, что она до нас будет ехать целый месяц. Итак, объявление ни Почта Канады, ни Почта России нам ничего не платят. Приступаем. Итак, скрываем. Доставай, у тебя ножик? Вот, да, я лезу в карман, у меня всегда с собой нож, рабочая необходимость. Ну, в смысле, мне по работе нужен нож, вы понимаете, да? Я по работе открываю много новых инструментов и вскрываю коробки, поэтому вот у меня нож в кармане всегда с собой. Главные помогаторы. Так, делегирую тебе махать острым предметом. Давай, я на работе уже устал махать. Очень острый, аккуратнее. Коту ничего не отрежь. Помогите! Ну, он помощник. Так, это надо хитрые такие коробки стали делать. Это вам не могу. Давай. О, тут инструкция подборки. Узенько. Ты наш главный помощник. Тут прям распаковка. Так, он у нас первый. Дело. Покажи на камеру. Ангел с косой. Что я боюсь на стол складывать, котики утащат. Можно повесить. Мне кажется, на елку их нельзя будет вешать. И котики обдерут. Красивое место. Так, ну что было в этом? Отличное место. Ой, а что? Котов какая? Что, достаем по одному? Накладываем на стол. Я на пол кидал туда, он не должен был сюда прыгать. Молодец, хорошо, что у нас еще немного. Доставай, раскладывай.
праздника свои напитки. Ой. У всех, наверное, такая штучка была. Да, у нас была синенькая такая. А у нас желтенькая. А может фиолетовая, я уж не помню. Может, Так. еще где-то есть. Апельсинку с грибочком. А коробка она как-то заканчивает. Она заканчивает. Нет, Собирается. еще. Нет, еще. Сейчас будем весь стол снимать отдельно. Конфетка. Обязательно. Конфетка. Тогда кто на по телефону больше не снимет. А, ничего себе. Ну все. И это на елке точно не висеть. У кого хвостик и мохнатый. Там на Определим ёлку- ее к птичкам. на хвостик это нельзя. Так. Это, так сказать, соседствующее. Ой. А У ты нас видела еще здесь одна. какой узор ты вышел? Лошадка и кто-то в санях едет. Ой, еще одна конфетка. Мы ее. Вот они, конфетки нашей молодости. Определил сюда. Кажется, там не очень заканчивается. Не, вы как бы понимаете, да, что это не из Китая посылка. Это все сделано руками. Нет, не вот этими, не моими руками. Моими руками вообще ничего делать нельзя. Мне даже на уроках труда учитель говорил: а ты, говорит, Шамшурин, свои работы можешь не подписывать. Я их и так вижу. Это так. Так, это сюда. Еще один грибочек. Кажется, нашей елки не хватит. Котики уже устали. Ой, сейчас буду опрокидывать. Ничего себе, Коля, ты хорошо запрыгнул, ты молодец. Эй, опять он с хвостиком интересуется. Я. Кузя, вот тебе хвостик Не отдельно. роняй. Кузя, Не вот роняй наше тебе, Кузя, вот шампанское. тебе отдельный хвостик. Наслаждайся. Ой. Джек. Да ну вас. Сами распаковывайте. Эти могут. Послушай, Джек, да? Смотри. Джек. Джек. Так, по-моему, все-таки на елку их нельзя. А? Кузя. Ну, Кузя свой проект. Главное, не кидает нас так, конечно. Не знаю. Мы уже знаем. Вау! Самый большой. Самый большой план. Давай, Вау. ну, план, покажи. Просто на всех 3 раза медленнее снимаешь, чтобы не сидеть камеру. Джек. Он нашел уже свой любимый чук. Супер. Блин, короткий, наверное, вижу, но подними. Дед Мороз. Новый год к нам мчится. Дед Настоящий. Мороз. Настоящий. Без всяких клаусов. Без всяких клаусов. Так. Такие игрушки, выгоняющие котов со стола, все меньше и меньше места. Шапочка. Чья-то нога. Я знаю, это чья-то нога. А вопрос чья? Какого Деда Мороза? А может быть Одно просто лишнее это колесо, нет, она была к чему-то приклеена. приклеено, да? Так, зайчик. Так, Почта Канады и Почта России, а? Ноги И у отваливают. нас, кстати, Ноги, пятое колеса. колесо. Слушай, пятое колесо, это, Пятое наверное, запаска откуда-нибудь. Надо будет спросить у автора. У вас тут
Автокатастрофа, колеса бы отлетали. Расчлененка, нога отдельно. Чья? Так, ну кажется, все. Куя. Кажется, все. Теперь можно, наверное, по всем пройтись. Так, все распаковано, и теперь можно рассмотреть все детали в подробностях. А я немного расскажу об этом проекте. Это проект моей мамы. В 2020 году, когда начались карантины, на ее рукодельном форуме организовался марафон. Одна из рукодельниц переводила схемы ручной вышивки крестиком в электронный формат в специальной программе для вышивания на программируемых вышивальных машинах. И эта вышивка ложилась в основу елочных игрушек. К игрушкам составлялось описание по сборке и выдавалось другим рукодельницам. После изготовления своих игрушек надо было выставить их фото на форум. Затем можно было получить описание следующей игрушки и так далее. В среднем на изготовление одной игрушки предполагался срок в 1 неделю. Изначально марафон планировался на год, примерно на 50 игрушек, но все затянулось, как вы помните. За это время рукодельницы втянулись и уже не могли остановиться. Так им понравилось. Карантины тоже затягивались, и марафон продолжился. И здесь перед вами сейчас 104 игрушки. Ровно 2 года по игрушке в неделю. Совершенно потрясающая творческая производительность, достойное восхищение. Но это еще не все. Наша мама решила, что надо 2 комплекта. Один нам, а второй моей сестре, чтобы у всех была семейная елочка с вот такими уникальными игрушками ручной работы. И как стахановец, если кто еще помнит, кто это такие, выдавала по 2 замеса в смену, то есть по 2 игрушки в неделю. Вышивала сразу 2 и потом собирала тоже сразу 2. Таким образом, за это время получилась целая коробка игрушек. И мы даже не были уверены, поместятся ли они все на елку, она у нас небольшая. Этот совершенно бесценный подарок мы хотели забрать лично при очередной поездке. Но наши визиты все откладывались и откладывались то по одним, то по другим, независящим от нас причинам. И этой осенью наконец стало совершенно очевидно, что все визиты отложены на неопределенный срок. Зато случайно всплыла информация, что посылки из России в Канаду ходят. Информация была из первых рук, и мы решили рискнуть. И вот теперь кусочек семейного тепла здесь, с нами, через океан. Колеса от машины нашлись. 2 штуки. Мы их приклеим потом. И 5-е колесо, видимо, запасное. Самое интересное у машины дно. Тут все детали. Дима тогда подпишет, наверное, на видео. Все детали вышиты. Так, у нас оказалось, что это была не расчлененочка, а носочек от совы для подарков. Так, последний пострадавший у нас свечка, у которой прищепка отклеилась. Ну, тоже приклеим. Ничего страшного. Обратите внимание, что тут игрушки большинство двусторонние. Еще немного интересных деталей.
Летучий кот. Вас там не видно, темно, мне кажется. А включить свет? Поистине титанический труд. Восхитительный подарок, за который мы безумно благодарны. И, конечно, счастливы, что он не затерялся где-то на почте, добравшись до нас в целости и сохранности. Тематика игрушек, как вы видите, с изрядной долей юмора. Кстати, напишите нам в комментариях, какая вам понравилась больше всех. И поддержите лайком маму. Думаю, ей будет очень приятно. И надеюсь, я не очень напутала в деталях.